Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. На очереди у нас 10-й сборник сериалов, которые рекомендуют наши подписчики. И так как он юбилейный, мы выбрали проекты, рейтинг которых не меньше 8 баллов. А это значит, что их можно отнести к лучшим из лучших. Мы и дальше ждем от вас новые рекомендации, которые войдут в будущие ролики с упоминанием вашего ника. И, конечно же, не забудьте оставить свой комментарий, если ты уже что-то видел. Ну а мы поехали! Спартак – лидер одного из фракийских племен. Судьба распорядилась так, что он попадает в плен к римлянам, а его жена-красавица Сура оказывается в руках сирийского работорговца. Таким невольникам, как он, уготована незавидная участь. Но Спартак, проявив силу духа и отменные боевые качества, попадает в школу гладиаторов. Осваивая новый опыт владения мечом, главный герой мечтает воссоединиться с любимой женщиной и вернуться на родину, где он был свободным. «Спартак» – исторический драматический сериал. В основу легла жизнь реальной исторической фигуры – фракийского гладиатора Спартака. Режиссеры очень качественно представили нам античность. Перед зрителем предстает брутальная картина, которая отражает быт и жизнь Древнего Рима. Обращаю внимание особо чувствительных, что «Спартак» – это чертовски откровенный и жесткий сериал. Очень зрелищный и увлекательный проект с великолепной атмосферой и динамикой рекомендуют наши подписчики с никами Колизей и UserDFG. В центре сюжета этого сериала – работа секретного израильского спецподразделения в период палестино-израильского конфликта. Его агенты работают под прикрытием. Их задача – противостоять террористам и вести подрывную деятельность. Любая, даже самая, казалось бы, незначительная ошибка может привести к провалу всей миссии. Главное – не допустить на вражеской территории хаос, который имеет термин «фауда». Два народа, одна земля и между ними древний конфликт, который не может никак разрешиться. «Фауда» – израильский сериал о группе бойцов Миста Арвим, контртеррористического спецподразделения армии обороны Израиля. Это зрелищная история, которая увлекает с первой минуты. Сериал получил много наград и широкий общественный резонанс, и прежде всего в Израиле. В нем впервые показано противостояние палестинцев и евреев, как военная, политическая, социальная и личностная драма двух народов. Конфликт двух культур и двух религий подается через историю конкретных героев, патриотов и бесстрашных бойцов за свои идеалы. Сериал рекомендует наш подписчик Николай Долгополов. Камиль когда-то была подающим надежды юным энологом, но ссора с эгоцентричным отцом Александром Леже поставила на этом крест. Спустя годы Александр умирает в далекой Японии, оставив ей наследство. Однако, чтобы стать обладательницей самой большой коллекции вина в мире, нужно выиграть состязание. Оппонентом выступает преемник Александра Иссей. Обоим талантливым, находчивым и обладающим тонким обаянием конкурентам предстоит правильно определить 3 редких сорта вина. «Капли Бога» – франко-американско-японский сериал. Это экранизация одноименной манги. Процесс поиска идеального вина здесь выглядит как настоящий детектив, а дегустация этого благородного напитка показана с помощью изобретательной визуализации. Нечто подобное мы видели в сериале «Ход королевы». Так что если вы любите французский колорит, хотите познакомиться с японской эстетикой и погрузиться в удивительный мир виноделия, то обязательно посмотрите этот сериал, рекомендованный нашим подписчикам с ником Елена Охотникова. Тед Лассо становится наставником английской команды премьер-лиги по американскому футболу. Теда наняла Ребекка Уэлтон, ставшая владелицей команды в результате развода со своим мужем Рупертом. Она наняла неопытного тренера, надеясь, что он станет причиной краха команды, ведь неверный муж любил этот спорт и верил в свой клуб AFC Ричмонд. Обаяние и чувство юмора Теда заставляет многих пересмотреть свое отношение к тому, кто поставил своей целью сделать команду университета чемпионом. «Тед Лассо» – спортивный комедийный драматический сериал. Он основан на персонаже с таким же именем, которого Джейсон Судейкис, исполнивший титульную роль в сериале, впервые сыграл в серии рекламных роликов NBC Sports, посвященных английской премьер-лиге. Это один из самых добрых, душевных сериалов за последние несколько лет. Несомненным плюсом этого проекта является качественный юмор. Сериал несет большой заряд жизнелюбия, жизнерадостности и человечности. Свои рекомендации дали наши подписчики Татьяна Лапкина и UserDFG. Джоэл – один из самых матерых контрабандистов, способных пробраться в опаснейшие уголки и перевести все, что угодно. Уже прошло 20 лет, как мир стал жертвой глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибком кардицепсом. В те злополучные дни Джоэл потерял свою единственную дочь. Теперь у него есть верная подруга Тесс.
Они получили задание доставить девочку Элли к группировке Цикады, которая противостоит диктатуре, установленной военными на обломках цивилизации США. «Одни из нас» – постапокалиптический драматический сериал, снятый HBO. Это экранизация одноименной культовой игры. Главные роли в шоу исполнили мандалорец Педро Паскаль и юная Белла Рамзи. Они вместе уже снимались в эпическом проекте HBO «Игра престолов». Сериал снят красиво, атмосферно и качественно. Отлично поставленная сюжетная линия, мощная актерская игра и красивая визуализация делают сериал поистине захватывающим и эмоциональным. Сериал рекомендует наша подписчица с поэтическим ником Мавка Лисова. Этот сериал рассказывает о работе полицейского подразделения по борьбе с наркотиками в Балтиморе. В центре сюжета детектив полиции Джимми Макналти. Он хочет сделать жизнь в городе безопаснее и лучше. Но Балтимор увяз в криминале, коррупции и полном беззаконии. Но Джимми не собирается сдаваться. Он намерен вывести преступников на чистую воду. «Прослушка» – сериал в жанре полицейской драмы. На большинство ролей были приглашены малоизвестные актеры. Сериал имеет очень реалистичный сюжет, персонажи вызывают симпатию и интерес к себе. И хотя шоу не получило престижных наград, при этом стабильно входит в первую десятку лучших телешоу по версии сайта IMDb. По мнению ряда критиков, сериал является одним из лучших когда-либо созданных. Его ставят в один ряд с культовыми сериалами «Клан Сопрано» и «Настоящий детектив». К просмотру сериал рекомендует наш подписчик с мифическим ником Зурбаган. Потрясающая драма, идеей для создания которой послужил автобиографичный роман Деборы Фельдман «Неортодоксальное скандальное отречение от моих хасидских корней». Сюжет держит зрителя в постоянном напряжении. Нам очень достоверно демонстрируют быт и нравы закрытой ультраортодоксальной общины сатмарских хасидов в Бруклине. Это самое строгое и консервативное направление современного иудаизма. В общине запрещено читать нерелигиозные книги, говорить на английском языке, носить современную одежду, пользоваться интернетом, получать светское образование, смотреть кино, посещать театр и библиотеку. Трудно себе представить, что такое возможно в наши дни, в образованном и свободном обществе. Прекрасно подобранный каст, все персонажи живые, блестящая игра всего актерского состава. Эсти в исполнении Ширы Хаас настолько хрупкая и нежная, что вызывает желание ее защитить. Проект рекомендован нашим подписчикам с ником Филичева Юлия. А теперь вставим свои 5 копеек. Первый сезон этого сериала рассказывает историю закулисной борьбы между двумя голливудскими звездами Бет Дэвис и Джоан Кроуфорд. В период съемок их совместного фильма 1962 года «Что случилось с Бэби Джейн?». Второй сезон, который имеет подзаголовок «Капоте против лебедей», фокусируется на финальном этапе дружбы Трумэна Капоте со многими представителями тогдашней светской тусовки Нью-Йорка, получившая прозвище «Лебеди». Их слегка выдуманные жизни Капоте отразил в отрывках своего так и незаконченного романа «Услышанные молитвы». «Вражда» – антологический драматический сериал. Первый сезон украсил невероятный оскароносный дуэт Джессика Лэнг и Сьюзан Сарандон. В целом, это сильная история с сильнейшим актерским составом. Создателям сериала удалось не только воссоздать атмосферу 1960-х, но и раскрыть непростые взаимоотношения двух актрис. Но, как вы понимаете, это все о первом сезоне. Второй пусть останется для вас интригой. Рекомендован этот сериал нашим каналом про кино. На сегодня у меня все. Если ты не увидел свою рекомендацию в ролике, не отчаивайся. Настанет время, и она обязательно будет включена в один из последующих роликов. Конечно, при условии, если мы еще не упоминали этот проект в наших роликах, и если ты подписан на наш канал. Всем пока-пока, услышимся!